Этот милый песик по имени Арахис никогда не знал, что такое свобода. Хозяева посадили его на цепь во дворе, когда он был еще щенком. С тех пор они ни разу его не отвязывали, чтобы собака могла побегать и размять лапы. Вдобавок у Арахиса была сломана будка. В крыше виднелись щели, сквозь которые внутрь конструкции проникала вода. В дождливые дни бедолага был вынужден сидеть в луже. Ситуация изменилась, когда у хозяев песика сломался забор. Соседи несколько недель наблюдали за несчастным животным, сидящим на цепи и в солнце, и в дождь. Ему лишь изредка приносили воду и еду. Тогда добрые люди решили вмешаться в ситуацию и позвонили в местную службу спасения животных. Когда мы приехали на место, то увидели удручающую картину: собака сидела в дырявой будке в грязной луже, возле нее даже не было никакой миски для еды. Сама будка стояла на отшибе, куда домовладельцы практически не ходили, вспоминает Расселин Штайнбуллер, волонтер организации. Женщина поговорила с семьей и предложила помочь улучшить жизнь Арахиса. Как оказалось, у них было старомодное представление о четвероногих питомцах. Многие в этой стране выросли в домах, где принято сажать собак на цепь. Особенно в сельской местности, рассказывает волонтер. Спасатели поставили песику новую будку и миски для воды и еды. Также Арахису заменили цепь и ошейник. Новая цепь была более длинной, чтобы животное могло добраться до травы. Когда мы повторно приехали проверить состояние Арахиса, он лежал на траве и, казалось, наслаждался жизнью. Увидев нас, песик начал вилять хвостом и бегать из стороны в сторону. Он был невероятно взволнован, ведь впервые в жизни люди обратили на него внимание. Рассказывает Расселин. Волонтеры приехали не с пустыми руками, они привезли собачье лакомство. Арахис был готов запрыгнуть на руки каждому сотруднику спасательной организации. Было видно, что он очень счастлив. Нам предстоит еще много работы, но первые результаты уже есть. Так, в штате Пенсильвания приняли закон, ограничивающий время пребывания животного на цепи. Хозяева должны каждый день отпускать питомца, чтобы тот мог побегать, говорит женщина. Когда волонтеры рассказали про этот закон владельцам Арахиса, те сразу согласились отдать животное, поскольку подходящих условий для его выполнения у них не было. Впервые за многие годы Арахис был больше не прикован к своей старой, развалившейся будке. В приюте песика тщательно вымыли. Расселин подозревала, что это была первая ванна в его жизни. Подтверждением служит счастливая улыбка Арахиса. Затем собаку поместили в просторный огороженный вольер, где она могла передвигаться, как только вздумается. Когда я увидела, как радуется Арахис обретенной свободе, я заплакала. Это было очень трогательно. Ради таких моментов мы и работаем. Наш четвероногий питомец больше никогда не будет жить на цепи, говорит Расселин. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.